Вы сейчас на канале Malik Trip, с вами Руслан Гафаров. Здесь мы говорим про венчурные инвестиции, про то, как развиваются стартапы, про самые эффективные, самые крутые в мире корпорации. Наш канал – это ваше окно в то, что происходит в Кремниевой долине. И этот формат, который я назвал «А что если?», я пишу сейчас здесь, в штате Калифорния, где-то на дороге номер 1, недалеко от моего дома, я живу в Фостер-Сити. Мы с женой любим путешествовать, но летать нам очень надоело, и поэтому мы часто ездим на природу с палатками. Хорошо, что в Калифорнии много мест для такого отдыха, и мы так заигрались, что помимо 2 палаток недавно купили дом на колесах. И вот сама дорога, она как бы дает мне возможность, отвлечься от всего, потому что хороший повод, чтобы тебя никто не трогал. Я вам сейчас изложу еще раз, о чем я думаю, когда езжу за рулем, когда мы передвигаемся по штату Калифорния. И мне очень было бы приятно, если бы вы в комментариях поделились, как вам такой формат. Я вам буду очень благодарен. И в этом видео я хотел поговорить о том, что я часто думаю, а что если государство – это платформа для людей? Что если люди – это нефть 3-го тысячелетия? Как-то недавно один мой знакомый сказал, что когда-то люди не видели нефть, потому что она им не была так нужна. И как только нефти нашли применение, она стала стоить денег. Так и с золотом случилось когда-то. Кстати, этот знакомый осознал, что знания и опыт людей – это тоже единицы, за которые люди готовы платить, как за золото и за нефть. И то, что он делает, это осознав эту единицу, он упаковывает ее, опыт других людей имеется в виду, внутри своей платформы и продает. Я думаю, что у таких бизнесов большое будущее. Понятно, что у него будут или уже есть куча конкурентов, но в целом идея очень крутая. Я с ним полностью согласен, что когда-то мы не ценили то, что рядом. Если так задуматься, то Apple сегодня это строки кода, какие-то патенты, технологии, а все материальное Apple отдала на аутсорс. Про Google, Salesforce, Amazon и другие корпорации я вообще не говорю. Там все построено вокруг строчек кода. И при этом эти строчки кода всегда обновляются, потому что если они не будут обновляться, то продукт устаревает. И получается, что главная ценность организации – это те люди, которые прямо сейчас, в эту секунду, обновляют этот код и делают его таким, чтобы он был максимально инновационным. Я недавно разговаривал с нашим другом, который работает в Apple. Он говорит, что когда выходит продукт Apple, да, действительно, его можно скопировать, но когда выходит продукт Apple, он опережает стандарт на минимум на год, 1,5-2. То есть, да, можно скопировать, но через год, через 1,5, через 2. И вот как раз конкурентные преимущества этот год дают Apple люди, которые работают в этой организации. Именно они создают то, что не могут создать в других организациях другие люди. И по сути, эти люди и способ организации коммуницируют внутри себя, и есть та добавленная стоимость, за которую мы платим. Дом у океана можно снять за $40 тысяч в месяц. 39 500. Вот этот. Обычный, ничего особенного. Очень хорошее предложение. Предлагаю не откладывать покупку, аренду, а брать. Слушай, дома, кстати, не очень дорого. $14 миллионов стоит дом. Вот. Какая у вас была самая короткая зима? У меня была сегодня самая короткая зима протяженностью ровно 3 часа. С 8 утра до 11 дня. Это все 3 часа моего снега и нахождения зимы. У Зарины тоже. Это для нас был самый короткий зимний сезон. Знаешь, я порадовалась. Луки померзли, снеговика слепила, ребенок подскользнулся, штаны намокли. В принципе, все галочки зимы были сделаны. Мы полюбовались на зайчика в окошке. На этом все. Так, ребят, мы решили поехать посмотреть закат, пока Андрюха возвращается из LA домой. Вот, смотрите, как уже там солнце садится. Очень красиво. Мы сейчас уже в Ньюпорте. Вот смотрите, чем отличается Apple от Google, например. Основные доходы Google — это реклама, и все другие проекты Google сегодня работают больше для сбора больших данных, для того, чтобы продавать эту самую рекламу еще дороже, еще больше. И от Гугла никто ничего не ждет. Google не должен никого ничем удивить. Он должен просто хорошо закрывать текущие задачи и быть на голову выше, чем все его конкуренты. И, соответственно, это его главная история. У Apple другая история. Он создан вокруг устройств, каких-то гаджетов. Если в сентябре-октябре не будет представлен какой-то новый продукт, акции Apple
тут же упадут, и компания с высокой вероятностью перестанет существовать. Это ставит Apple в ситуацию, где постоянно надо бежать, чтобы не стать той компанией, которая, вот, ну, помните, да, Nokia. То есть Apple призван быть на гребне технологической волны, чтобы каждый раз, каждый сентябрь или октябрь там удивлять нас своими технологиями, удобством интерфейса, звуком, камерой и другими разными прелестями, которыми мы с вами с удовольствием пользуемся, покупая гаджеты Apple за огромные деньги. Ехали по дороге, решили не ехать до Лонг-Бич, остановились здесь, в Ньюпорте, посмотреть на закат. Сейчас пойдем вон туда. И вон там, вон, видите, остров. Это остров называется Каталина. Мы как раз с Андрюхой ходили туда на 2 яхтах. Недалеко от него стали на якорь, включили музыку, пригласили диджеев, и была очень крутая тусовка. Андрюха вообще крутой чел. Любит тусоваться, людей интересных собирать. Нам повезло, что он рядом с нами тоже оказался. Мама, там люди находятся! Класс! У-ху! Офигенный закат. Очень красивые здесь виды. Фотографы не зря сюда приезжают, потому что здесь действительно очень крутые закаты. Вон там внизу, смотрю, кто-то со штативом тоже ставит. Подъезжаем к Андрюше домой. Так вот здесь все дорого, богато. Панчилов Андрей. Руслан. Yeah. Сейчас нам, короче, должны открыть дверь и дать специальную штучку такую на окно. Мы заедем. Ну что, ребят, мы приехали. Андрей еще нет дома. Зайдем пока без него. Посмотрим. И культура Apple построена вокруг культа лучших из лучших и скорости с жесткими дедлайнами. Люди делают организации счастливее, сильнее, прибыльнее, успешной. А организации делают счастливее, сильнее, прибыльнее, успешной государство, да? Соответственно, главная задача государства как платформы — это помогать создавать те компании, которые сегодня будут шагать по международному рынку во все стороны и приносить стране добавленную стоимость. Ну, то есть, еще раз, да, то есть, чем больше успешных компаний внутри страны, тем лучше государство. Поэтому основная задача, получается, государства для того, чтобы формировать, ну, как бы, свой бюджет, это делать так, чтобы люди, которые умеют заниматься предпринимательством, находили все необходимые инструменты для того, чтобы это делать внутри страны. И за это страна, государство, эта платформа взимает определенный процент. Все это мне очень напоминает Amazon, где есть покупатели и продавцы, которые обмениваются на этой платформе товарами, и Amazon удерживает какой-то свой определенный фи в зависимости от тех, там, условно, сервисов, которые берет, значит, у Amazon продавец. То есть, по сути, то, что нужно как бы успешному государству, это сделать так, чтобы оно стало платформой и создавало успешные организации, в которых работают успешные предприниматели со всего мира. Еще раз, да, то есть чем удобнее государство как продукт для людей, тем больше будет талантливых людей в этом государстве. Ну что, ребят, снялись с якоря, съехали от Андрея. Вчера я ходил в клуб, сегодня, конечно, не выспался, домой пришел в 7 часов утра. Сняли с якоря, чтобы оказаться вот в этом красивом месте, на этом кемпинге. Нашли буквально прям сегодня свободное здесь место. Обычно свободных мест вообще не бывает. Видите сами, да, здесь все занято. Вот сегодня мы нашли одно место. И сегодня будем ночевать здесь. Сейчас что-нибудь приготовим еды. Будем дышать воздухом, смотреть на закат. Поставили уже дом на колесах, отцепили машину. Приехали сюда, чтобы наслаждаться видами. Офигенный сегодня здесь будет закат. Вот, будем что-нибудь сейчас готовить есть и кайфовать. Вчера ходили в клуб, очень понравился клуб. Такая прям русская большая тусовка. Я даже не знал, что настолько будет русских. Очень интересно. Люди такие все заряженные.
До 6 утра танцевал, в 7 приехал только домой, лег спать, в 11 уже был на ногах. Короче, все идет полным ходом. Man, you got the good life right here, man. For real, you got the good life. I wish I had my life like that. You chilling. Had the best life. I'm working now. You had the best life, bro. I ain't gonna lie. How much you got the little RV for? What? How much you got that little RV? How what? How much? I said How much? I think 55,000. 55,000. I bought it for 55,000? 40,000. And you living your life, man. For real, I wish I could do that. That's the best life you ever had. Where are you from? I'm from Hayward, across the bridge. Okay. Where you from? Originally from Russia, now from Foster City. The way you can tell. Привет, Привет. привет. brother. Alright, bro, have fun. Thank you, I appreciate it, man. Thank you. Have fun, bro. Enjoy your life like the way you're doing it. Thank you. Платформа — это очень подходящее название для всей Америки. В частности, это очень подходит под Кремниевую долину. По статистике, в этом месте каждая вторая компания, которая выходит на IPO, создана мигрантами. То есть, по сути, половину ВВП этого места создают люди, которые были рождены в другом государстве, не согласились с теми правилами игры, потому что не смогли себя там реализовать, возможно, да, как внутри какой-то той платформы, но смогли себя реализовать в этих правилах игры и довести компании на IPO, а значит, что эти компании стоят там сотни миллионов долларов, с высокой вероятностью миллиарды долларов. Посмотрите, таких примеров огромное количество. Основатель Google Сергей Брин, основатель WhatsApp Ян Кун, Илон Маск, да, мигрировал и создал несколько успешных компаний, чтобы продолжать удивлять весь мир какими-то инновациями. То есть, если будут созданы удобные правила игры, которые будут регулироваться, а не использоваться для того, чтобы некоторые члены системы обогащали за счет криминальных каких-то схем, то при условиях стабильной экономики, сильной внутренней валюты можно создать государство в любом месте на Земле, которое будет успешным. США доказали, что это возможно, и получает в это место огромное количество талантливых людей со всего мира. Действительно, чтобы попасть сюда, ты должен доказать, что ты либо экстраординарный, либо купить там визу инвестора, либо там попасть на работу в американскую компанию, а это как бы американская компания сама уже сделает отбор, насколько ты действительно, в тебе есть такое количество нужных для нее компетенций, что они готовы будут заморочиться и сделать тебе визу. То есть ты реально должен быть каким-то уже талантом для того, чтобы попасть в эту страну. Ну что, ребятушки, мы едем в Сан-Диего. Даже не Сан-Диего, немножко не доедем, где-то часик до Сан-Диего. Тормознем в Леголенде. Эту красавицу дочь немножко выгуляем. Она давно мечтала, копила деньги примерно полгода. Каждую неделю мы давали ей по $5. Обещали, когда она накопит, отвезти в Леголенд. Поэтому едем мы в Леголенд. В LA мне очень понравилось, на самом деле очень понравился клуб, куда я ходил. Там играл мой друг Артур, встретил там Эрика, мы встречались с Мишей Дашкиевым, Советовым, Женя Белоусов к нам прилетал, United Traders. А на самом деле в LA приезжает все больше и больше настоящих лидеров мнений, да, вот Миша приехал, там Гриша регулярно здесь время проводит, другие ребята приезжают. Я чувствую, что тут такое новое место силы для русскоговорящих людей со всего мира, как вот в свое время было, когда как раз заканчивалась царская империя, огромное количество умных людей приехали в Америку в том числе. Так и сейчас что-то похожее происходит, на мой взгляд. А что думаете вы вообще, что происходит в нашей стране, ребят? Пишите в комментариях, очень интересно ваше мнение. Подъезжаем к Леголенду. Сейчас спросим, сколько здесь стоит запарковать наш трейлер, потому что мы приехали сюда с прицепом. Говорят, что это возможно. Есть высокая вероятность, что я буду в нем спать. Hi, do you have parking for trailer? Okay. Thank you. Вот такая вот площадочка для RV и трейлеров. Очень круто. Не так много здесь людей, которые приезжают сюда на трейлере, но есть. Вон автобус стоит наш. Еще вон штуки 3 получается. Семьи приехали сюда. Заехали, видимо, путешествие по Америке. Заехали. А мы двинемся сейчас как раз в сам Леголенд, посмотрим, что там.
То есть насколько сам продукт, ну вот Америка, он понятен, ну вот как платформа людям, которые вне этой платформы, да, там, или которые вот внутри этой платформы, но больше мы говорим сейчас про вне, что огромное количество людей становится в очередь для того, чтобы попасть в это место и распаковать какие-то свои таланты, и вот особенно это в Кремниевой долине, когда сюда приезжает огромное количество людей, мигрантов, делают компании, которые стоят сотни миллиардов долларов, и, соответственно, все это остается здесь, внутри этой страны, это и есть валовый внутренний продукт. А сегодня валовый внутренний продукт на там 5-7 миллионов человек, в долине порядка там 700 миллиардов. Это больше, чем в Швейцарии, например. Мы в Лаголенде. Очередь не такая большая. В Диснейленде мы видели намного больше очереди. Вот такой вот Леголенд. Мельницы, вырабатывающие электричество. Вон там у нас Сан-Франциско. Нью-Йоркская статуя свободы. Трейд-центр из Нью-Йорка. Ну, короче, на котором Кинг-Конг лазил в фильме «Кинг-Конг». Вон Крайслер. Вертолет даже стоит с пропустями. С пропустями. Ну что, Зарин, как тебе? Красотка. Alright, folks, let's do something funnier since we had just like a line. I want everybody on the count of 3 to give their scariest. Excellent job, everybody. Just like a lion. He looks like he is in big trouble. Oh, there was a pleasure being your captain today. My name is Captain Demon. Ведь, по сути, сегодня весь мир — это на самом деле, возможно, война именно идей. И у Америки сегодня может быть самая сильная идея в этом плане. Потому что, ну вот, идея, как она звучит? Если ты умеешь что-то создать своими руками и продать это, делай. А наша задача как государства — защищать тебя, чтобы никто не мешал тебе делать это, не своровал у тебя, там, не там, сжульничал, там, не смошенничал, там, тебе там не угрожал никто, там, и так далее, и так далее. И сейчас так все идет, что ограничить людей от информации невозможно, и рано или поздно все люди будут просто выбирать идею, которые будут служить. То есть сейчас некоторые государства с помощью там железных занавесов и других разных там препонов могут ограничить других людей от информации о том, как можно жить по-другому, для того, чтобы навязывать какую-то свою историю, свои какие-то правила игры, не всегда справедливые. Но с учетом того, что так быстро сейчас развивается там, ну, как бы научно-технический прогресс, что это невозможно будет просто уже, ну, вот удержать. Там Инстаграм, Фейсбук, мы смотрим сторисы, мы смотрим видео на Ютубе здесь, мы видим, как можно жить по-другому, нам хочется так, и мы, соответственно, начинаем что-то предпринимать, и так внутри страны там появляются какие-то новые движения, что-то новое создается, от чего-то люди отказываются. И если так задуматься, а что если любому государству на земле просто нужно стать продуктом, спрашивать у граждан, да, как у клиента мнение, а защищать интересы людей, которые живут внутри этой страны. Просто в некоторых странах складывается впечатление, что законы созданы, чтобы ограничивать людей внутри. И какой-то там чиновник, условно, часто он надменен и создает впечатление, что как будто государство против человека, он такое впечатление создает. Я работал внутри этих систем, я прекрасно это понимаю, осознаю. Это не просто я из книг прочитал. Ребят, Бугатти сделаны из Лего. Как вам? Нормально, нет вообще? Издалека она очень похожа на настоящую. У нее даже дисковые тормоза сделаны из Лего. Такие дела, ребят. Катаемся на машинах. Стояли в очереди где-то час, наверное, точно. Алина говорит, что в нашем Окленде, недалеко от нас, есть зоопарк. Там фигурки, конечно, не из Лего сделаны, но ничуть не хуже, чем это место, и без очередей, и дешевле. Поэтому вряд ли я еще приеду в Леголенд. Не такой поклонник. И Зарине, кстати, тоже не очень заходит. Намного круче в Диснейленде, когда мы там были. Лего-бараны, лего-страусы, лего-зебры, лего-зубры какие-то. О, даже лего-обезьян. Well, you know, if you celebrate Christmas, maybe a few days, the big fat man came to your house.
ребята, Леголанд мне не очень зашел, поэтому я решил почилить прямо в нашем трейлере на парковке здесь. Поставил себе здесь чаечек, приготовлю себе пообедать и посплю. А мои девчонки где-то там. Блин, все, кайфую от своего трейлера, конечно, пипец как. Как я без него раньше жил, вообще не понимаю. Очень крутая вещь. Хотя в других государствах, когда вот я пожил, я вижу, что государство четко дает понять, что оно создано для людей, чтобы защищать их интересы. Интересы тех людей, которые соблюдают правила этой страны. Поощрять тех, кто эту страну развивает, давать им инфраструктуру, оперативно менять законодательство, вести правильную в целях развития страны внешнеэкономическую политику, делать привлекательнее себя для использования другими людьми, по сути. И тогда, и только тогда это государство может, в принципе, быть в будущем успешным. Давайте сейчас прямо в комментариях поделимся, что вы обо всем думаете. Мне очень интересно, что вы об этом думаете. Я пока закрою сейчас дверь, потому что что-то холодно стало. Ребят, давно на связь не выходили. Мы на самом деле уже без вас тут переночевали в одном кемпинге в Сан-Диего, потому что не успели в то место, где мы сейчас прям находимся. Сегодня у нас 31 декабря. Мы вот здесь переночевали первую ночь и прям кайфуем. Тут у нас вот и гриль уже стоит, и мы делали мясо. Сегодня варили кофе, включили вот музычку, отсоединили нашу машину. Сейчас я поеду, куплю своим девочкам подарочки небольшие на Новый год, да? Младшенькой и старшенькой. Вот. И на Рождество нужно дарить подарки всем. Наши своими руками и Дед Мороз тоже. Да. Так что мы сейчас поедем с Зариной за подарочком, да? Я маме тебе тоже буду дарить, а ты мне, маме, да. Маме ты, маме я, а мама нам. Да, вот вокруг очень много тут, видите, трейлеров. Полностью вся парковка забита трейлерами. Да, это всем нужны печати у меня есть. Да, и так как у нас хорошее настроение, мы решили с вами немножко поделиться, немножко с вами вместе потанцевать. Давайте вместе с нами. Пишите в комментариях, как вам вообще танцы наши, да? Зарин, да? Угу. Зарин у нас сегодня оператор. Придется мне за тебя помочь. Так, ребят, только что гулял и провожал закат последний в 2019 году. И сейчас у нас, та-дам, новогодний ужин. И что тут у нас наша красотка приготовила? Мандарины. Мандарины, шампанское, да? Оливье. Бутерброды с икрой. Все как Как в замке принцесс. с наступающим нас. Время у нас еще 6:22. В России все уже, кстати, отпраздновали нас в Уфе, в Москве. А мы вот еще готовимся сейчас. Танцуем, кушаем. Все у нас хорошо. Завтра едем на Пизма-Бич. Не послезавтра уже будем у себя дома в Фостер-Сити. Гулял сейчас по закату. Это просто, я смотрел на закат и просто кричал. Как круто, что я живу, что у нас есть все, что есть. И что мы двигаемся, как двигаемся. И как круто, что у меня есть моя любимая супруга и Заринка. А что, если даже такой подход не даст полного контакта человека и государства, и все наши государства идут вообще в виртуальный мир и фактически станут принадлежать корпорациям? Что, если главная и самая ценная единица — это внимание людей? Что, если все мы в виртуальной реальности? Что, если все уже случилось, а то, что мы ощущаем, видим, слышим, это способ Вселенной посмотреть на себя изнутри? Что, если мы лишь способны выбирать, какие именно детали этой Вселенной мы будем изучать, положительные, и строить, развивать этот мир, или негативные какие-то детали, и сопротивляться всеобщему развитию, следовать своему эго, но все равно проживать какую-то свою функцию? Ведь все движется вверх, и ты можешь принять участие в этом забеге и толкать все вперед, либо стать тем, кто за все платит своим вниманием, покупает то, что продают, растрачивая время на то, что указывают другие. Короче, у меня есть еще много разных «а что если», которые я бы хотел обсудить с вами в наших следующих выпусках. Давайте сейчас в комментариях немножко обсудим, да, вот то, что мы с вами сейчас выбрали как тему, напишем какие-то свои мысли и проголосуем за какие-то следующие темы
нашего подкаста «А что если?», который я буду разбирать в следующий раз. Прямо сейчас пишите в комментарии свои варианты. Делитесь своими мыслями, а за лучший комментарий мы подарим книгу. Если вы еще не подписаны на наш канал, то делайте это прямо сейчас. Ставьте нам лайки и пишите комментарии. Обязательно приходите в наш телеграм-канал. Там каждый день мы делимся тем, что узнаем, живя в Кремниевой долине. И еще мы там сделали чат, в котором обсуждаем эти новости. Я часто там сам лично отвечаю там видео, ответами, либо текстом. Мы проводим разные опросы и обсуждаем наш контент. Если вам интересно пообсуждать то, что вот мы прямо сейчас здесь с вами там говорим, в Телеграме, welcome в наш чат. 1 января я вышел, помедитировал, сделал йогу. Алина пока сложилась, не стала меня дожидаться. Время 12, нам надо выезжать. Следующая локация у нас Пизмо-Бич, недалеко от Санта-Барбары. Прямо сейчас мы выезжаем. Так что поехали вместе с нами на Пизмо-Бич. Посмотрим, что нас там ждет. Очень многие рекомендовали нам попасть именно туда. Поэтому очень интересно, что там. Ну что, как-то так сумбурно все получилось. Но в целом мне очень хочется верить в то, что мы сможем в таком новом формате вместе с вами прийти к чему-то новому, чему-то другому, полезному, интересному. И будем расти, развиваться вместе.